Всем привет! Сегодня я буду готовить домашние котлеты. Думаю, многие хозяйки их умеют готовить, но не у всех они получаются вкусными и сочными. Поэтому я хочу подсказать, наверное, небольшие какие-то нюансы, сам рецептик, по которому я готовлю. Всегда они у меня получаются очень вкусные, очень нежные. Надеюсь, вам тоже что-то пригодится. Фарш я подготовила заранее, в общем, я сама его накрутила. У меня получилось где-то примерно грамм 600 здесь. Помимо фарша нам понадобится хлеб. На это количество мне нужно 3 кусочка вот такие. Одно яйцо, 3 луковички, у меня они просто маленькие. Если будете брать средние, то это 1,5-2 луковицы, это в общем-то по вкусу и по желанию. Также нам понадобится молоко, в нем мы будем замачивать хлеб. Молоко тоже, кстати, абсолютно не принципиально. Если нет молока, можно воду взять. В общем, все равно все будет очень вкусно, и молоко, оно абсолютно там не чувствуется. И я беру пару долек, пару зубчиков чесночка. Это по желанию. Хотите, берите. Мне нравится. В общем, они практически незаметны. В первую очередь, что нам нужно сделать, это замочить хлеб. Вот эти вот краешки, их лучше обрезать. Я их вот так вот прям вырезаю. Просто вот эти краешки практически не растворяются, скажем так. Вот, и замачиваем. Эти корочки, они нам абсолютно не нужны. Пока хлеб у нас размачивается, мы займемся луком. Я его также буду пропускать через мясорубку. Немножко его порежем, просто чтобы было удобно. Вообще основное правило — это качество мяса. Самое главное, то, что будет играть роль. Если вы возьмете, допустим, говядину, которая, не жирная, да, суховатое такое мясо, то и котлеты у вас могут получиться, соответственно, сухими. Если вы будете делать фарш вот так же, как я, дома, то добавьте небольшой кусочек сала в него. Оно добавит сочности для фарша. Все, лучок измельчаем. Хлебушек у нас размок. Мы его достаем, немножко отжимаем, чтобы он не был такой прям сильно влажный. И также добавляем в мясорубку. Если вы будете пользоваться покупным фаршем, готовым, то, допустим, лук и хлеб, вот так вот, вы можете не в мясорубке измельчать, а уже в блендере, либо просто ножом, потом вилкой, ложкой. То есть, как вам удобно. Теперь сюда же в фарш разбиваем яйцо и чеснок. Если будете добавлять, то добавляем. Его я уже не через мясорубку, а вот обычной чесночницей раздавливаю. Сюда же добавляем черный перец, соль по вкусу. Если хотите еще какие-нибудь приправы, которые подходят к мясу, к фаршу, все на ваш вкус. И все это нам хорошенько нужно вымешать. Вообще удобнее всего перемешивать, конечно же, руками. Может быть, это будет не очень красиво, поэтому буду вымешивать ложечкой. Вымешиваем до однородной массы. Кстати, вот кто любит, вы можете сюда же добавить картошечку. Одну сырую. Вот вместе с фаршем, когда будете готовить лук, допустим, перемалывать мясо. Картошка, вот одна небольшая, сюда прям замечательно подойдет. Если хотите, чтобы побольше котлет получилось просто у вас. Фарш мы вымешали хорошо. Но теперь лучше сразу не готовить, а дать фаршу настояться. Вот тот лук, который мы измельчили, он в фарше, он будет давать сок. Поэтому фаршу нужно дать немножко постоять. Вот сколько будет у вас времени, возможности, столько и дайте. Будет час время, поставьте на час в холодильник. Есть 15 минут, поставьте на 15 минут. Хотя бы немножко фарш должен постоять. Это очень желательно. Поэтому я его сейчас поставлю в холодильник настаиваться немножечко. Фарш настоялся. Нам нужно его еще раз перемешать хорошенечко. И теперь мы будем делать уже сами котлетки. Возьмем сковородочку. Ее нужно разогреть хорошенько.
Добавляем растительное масло. Так, чтобы донышко закрылось. Так удобнее будет жарить. И начинаем формировать котлетки. Нам понадобится панировка. Для панировки можно взять либо панировочные сухари, либо муку. Можно обойтись и без этого, но лучше. Котлетки лучше будут держать форму, поэтому лучше все-таки делать с панировочкой. Придаем форму, лишнюю муку стряхиваем. Размер котлеток делайте сами, какой вам нравится. Большие, маленькие. Как только масло прогреется, выкладываем котлеты. Точно так же делаем все остальные. Положили и формируем. Хорошенечко спрессовали, муку стряхнули и выкладываем. Огонь делаем небольшой, чтобы они жарились у нас спокойненько. Средний огонь, либо чуть меньше. Одну сторону обжарили, переворачиваем, жарим вторую сторону. Вторую сторону поджарили. Теперь еще раз переворачиваем и жарим еще раз. То есть каждую сторону нам нужно прожарить 2 раза. Сейчас поджарится еще буквально пару минут. И потом еще перевернем, немножечко пожарим. Теперь готовые котлетки нужно переложить в какую-нибудь большую или кастрюльку, или сковородочку. Нам нужно их будет немножко потушить потом, довести до готовности. Поэтому какую-нибудь удобную посуду берем и в нее перекладываем. Все котлетки дожариваем. Теперь делаем следующую партию. Котлеты у нас готовы. Теперь делаем последний штрих. Чуть-чуть добавляем водички. Буквально 3 стакана, наверное. И как только вода закипит, делаем маленький огонь. И нам нужно котлетки потушить. Буквально 5-10 минут. Это вот на всякий случай, если, допустим, они где-то не прожарились, может быть, по-всякому бывает. Просто вы их доводите полностью до готовности. Если вы будете делать гарнир, подливку, то есть тогда вам нужно будет не водичкой залить, а готовые котлеты залить готовой подливкой и потушить уже в подливке. Также 5-10 минут до полной готовности. Котлетки у нас готовы. Вот такие они красивые получаются. Абсолютно нежные. Вот, я думаю, видно даже, вот вилка, она прям проваливается в нее. Абсолютно мягчайшие. Очень вкусные получаются. Но я думаю, сами все поймете, если приготовите. Вот попробую вам разломить. Ее не резать, ничего не нужно. Вот она, мягчайшая. Очень вкусная получается, очень сочный. Ну, пробуйте, готовьте с удовольствием. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.